Всем привет, я Криптомаруся, и сегодня я расскажу о проекте Мина-протокол. Многие криптокатаны хоть и краем уха слышали про этот новый убер-мега-революционный блокчейн, так как в последнее время он все активнее и активнее обсуждается и форсится в криптосообществе. А алды наверняка помнят Мина-протокол еще под прежним названием Кода-протокол. Для того, чтобы реализовать проект такого уровня, необходимо четко представлять и формулировать задачи, которые он будет решать, его миссию. И сейчас я познакомлю вас с главными идеями, которые транслируют Мина и ее создатели. Команда планирует создать динамичную децентрализированную сеть и открыто программируемую валюту, чтобы все могли участвовать, создавать, обмениваться и процветать. Ведь жизнь в нынешнем мире подразумевает под собой отдачу большой части контроля. Именно таков основной тезис проблематики, решение для которой и создает команда Мина. Если чуть подробнее, то речь о том, что в контексте децентрализации создатели Мины стараются представить альтернативу не только крупным интернет-компаниям, использующим наши данные, Google, Microsoft или Apple, но и классическим финансово-платежным инструментам и системам. По мнению команды Мина, уже существующие сети, которые зачастую принадлежат и управляются централизованными майнерами, ни разу не ответ на то, для чего изначально был создан блокчейн – децентрализации и свободы, будь то Proof of Works с помощью железа, как у биткоин и эфир, или же Proof of Stakes с помощью токенов EOS и Tron. Все они так или иначе утратили значительную часть своей децентрализации в процессе развития. Так что, вдохновленные всем этим, в июне 2017-го O1 Labs запустили свой амбициозный проект блокчейна первого уровня с открытым кодом, который по их замыслу принесет миру истинную децентрализацию, масштабируемость и безопасность. А о технической части пусть расскажет мужчина. Всем привет! С технической же стороны, ребята придумали элегантное в своей сути решение под названием заказ НАРК. Так в чем же его суть? Доказательство с нулевым разглашением – это криптографический метод, который позволяет одному человеку доказать другому человеку, что он… Стоп! Enough! Не хочу грузить вас катаны технической нудотой. Его и так с легкостью найдете по ссылкам в описании. Лучше расскажу вам это на понятных, а самое главное приятных примерах. Доказательство с нулевым разглашением – это криптографический метод, который позволяет одному человеку доказать другому человеку, что он владеет некоторой информацией, не раскрывая при этом информацию проверяющему. Другими словами, заказ НАРК позволяет выразить уверенность в том, что информация имеется, не раскрывая при этом самой информации. Именно эта технология заказ НАРКС и позволяет Мине быть у всех на слуху. Блокчейном с революционным размером всего в 22 килобайта. А ведь все мы знаем, что размер имеет значение. И самое лучшее это то, что этот размер всегда остается точно таким же. 22 килобайта. Это как пара твитов, вне зависимости от увеличения сети. Таким образом, любой человек, имея лишь смартфон, может мгновенно синхронизироваться и пройти верификацию в сети. Просто для сравнения. Размер блокчейна биткоин на сегодняшний день составляет более 300 гигабайт. Эфириума же 174 гигабайта. Litecoin и Zcash почти 30 гигабайт. Но как же именно эта технология позволяет Мине иметь такой малый размер? Ответ прост и элегантен. Вместо отправки и проверки всей сети целиком, Мина делает как бы скриншот всей сети и отправляет уже его. А новый блок, создавая, делает снимок себя на фоне всего блокчейна. Это как фрактал наоборот. Более подробно про нулевое разглашение и техническую часть вы можете прочитать по ссылкам в описании. А помните, как в введении Криптомаруся говорила вам о том, что создатели Мины превыше всего ценят децентрализацию. Так вот, эффекта улучшенной децентрализации они добились попросту уравняв всех пользователей, дав всю власть народу, прямо как в Советском Союзе. А осуществили это разработчики, сделав всех пользователей сети нодами. Хочется упомянуть о еще одном немаловажном звене успеха Мина-протокол. Об участниках комьюнити, тестерах сети. Ведь нас уже более 1000 человек из более чем 180 стран. Это также включает в себя около 5000 членов сообщества, участвовавших в более крупной экосистеме Мина. Понимая то, насколько важно распределение сети на как можно более широкую аудиторию, команда активно развивает комьюнити в различных соцсетях,
К примеру, основная телеграм-группа насчитывает уже свыше 40 тысяч живых участников. Приоритетом же в сообществе Мина является социальное общение, дружелюбие и взаимопомощь. На этих принципах и построена развивающаяся комьюнити, в котором вы всегда сможете встретить огромное количество пользователей, готовых помочь и поделиться всей полезной и необходимой информацией. Добиться же такого эффекта команде удалось во многом за счет бонусных программ поощрения. Активных участников проекта Мина награждали токенами за конкурсы, соревнования и, конечно же, тест сети. А это, в свою очередь, дополнительно стимулировало комьюнити к развитию. Так что вступайте в соцсети. И вы тоже сможете принять участие в развитии проекта, получив за это награды. А все известные соцсети будут по ссылкам в описании к видео. А в дополнение я расскажу вам, котики, почему инвестиции в данный проект может оказаться одним из самых вкусных пирогов 2021 года. Ведь техническая часть – это далеко не все, чем заряжен наш проект. Фонды. Проект провел уже несколько раундов по привлечению финансирования от институциональных инвесторов, в том числе таких как Polychain Capital, Bixin Ventures, Three Arrow Capital и, конечно же, Coinbase. А это сами знаете, что означает. Команда. Команда представляет собой топ-специалистов, собранных из разных областей IT и блокчейн-разработки, таких как генеральный директор Эван Шапира работал в лаборатории персональной робототехники CMU, где он проводил исследования для платформы Herb Robotics. Технический директор Исаак Меклер внес свой вклад в многочисленные проекты с открытым исходным кодом, включая компилятор ELM. Руководитель отдела разработки продуктов Брэден Кейс. Он работал инженер-программистом в компаниях Highlights, приобретенных Pinterest, Facebook и Mozilla. Что касается адвайзеров Мина, то тут могу выделить Заки Маниан. Это один из основателей компании Cosmos и эксперт в области криптографии и распределенных систем. Джилл Карлсон. Джилл работала в МВФ и является советником предприятий, основанных на криптовалютах и блокчейне. Также Джилл работала с NASDAQ и State Street. Пол Дэвидсон. Сооснователь таких известных проектов, как CoinList и Clubhouse. В заключение скажу, есть секретная информация о планировании командой Public Sale. Всем удачку! Вероятнее всего, это март-апрель. Все подробности в группе и соцсетях. Муа!